Какое бы ни было лицо, мы все равно привязаны к исходнику своих бровей. Типы лиц. Их много, но на деле получается 3, а остальные это все варианты немножко другие от основных. Очень часто я видела лица, которые приходят, круглое лицо и вот такие же волшебные круглые брови. Но, естественно, мы делаем то, что не подчеркнет вот эту вот форму, да? Мы даже волосами стараемся, потому что классика считается обычное такое вот лицо, полуовальное, полусердцевидное, что-то такое среднее, да? Здесь нам надо смягчить квадрат, здесь нам надо убрать акцент вот с этого широкого места, которое у нас в районе глаз, и узкий подбородок, то есть уравновесить всегда нужно. Круглое лицо, да? Что мы делаем? Во-первых, сам человек старается всегда его немножко вытянуть при помощи косметики, там, румян, волос, чтобы оно более узким стало. И получается, мы не можем его просто взять вот такими круглыми бровями, усилить вот это ощущение от всех вот этих кругов на лице. Тут подходят почти все брови, которые имеют излом, изгиб. Какой он будет? Толщина бровей тоже, она не может быть тонкой. То есть что-то среднее или излом максимальный, какой возможно, в принципе, вот на этом лице. Еще плюс это зависит от роста волосков, потому что мы к ним привязаны. Естественно, прямая бровь вообще совсем не идет. Она удлиняет, расширяет еще больше. То есть любой изгиб, насколько это возможно, в зависимости от волосков. Сердцевидная форма, форма алмаза, всяко разно называют. То есть у нас вот часть широкая, обычно большие глаза здесь еще такие тоже вытянутые получаются. НЛО. И маленький рот. То есть нам надо сделать все, чтобы уравновесить. Поэтому здесь не может быть тоже прямых бровей. Скорее всего, здесь будет такой мягкий, небольшой излом, и она не должна быть длинной бровь. В итоге, получается, классика идет почти везде. Мягкая классика, без каких-либо... Ну, в принципе, вот эта форма никому не идет, я ее никогда не рисую, я от нее убегаю. Квадратную форму нам тоже надо, ну, во-первых, вот от этой части уйти, но это только волосами можно сделать. И то же самое, здесь совершенно нельзя рисовать прямые брови. Можно максимально задрать, насколько это возможно, ну, приподнять бровь, чтобы не утяжелять прямыми, широкими, и так без того вот такие прям четкие брови. То есть чем выше домик возможности есть поднять, тем лучше получается. А на сердцевидном, на треугольном, получается, она не должна быть прям ярко выраженный излом, никаких углов. То есть она приподнята, но мягкая должна выглядеть. И, кстати, тут можно корректировать не только бровями, но вот как мы рисовали веки, когда широко расставленные глаза, и еще и они вытягиваются тенями. Их надо вытягивать вверх, а не в сторону, получается. То есть глазами тоже корректируется очень сильно. Получается, если они широко расставлены и, допустим, вот сюда еще вытягивают, это неправильно. То есть мы должны вот как-то ее смягчить и приподнять. И в итоге получается, что все, самая простая вот эта классическая форма, она идет почти всем, просто там идут варианты ее толщины и высоты излома. Но какое бы ни было лицо, мы все равно привязаны к исходнику своих бровей. Очень сильно. Еще бывают вот такие лица вытянутые, кстати, забыла. Если замечали, то у них и брови вот так растут. То есть у них уголки глаз вот так вниз опущены прям получаются. То есть тут нам надо максимально тоже уйти от этих вот всех опущенностей и вытянутой, и рот еще вот такой бывает. И тут, получается, мы что должны сделать? Мы должны максимально убрать, насколько возможно, вот этот заваленный хвост, и вот сюда увести, приподнять. Даже прямую можно сделать бровь на таком лице, в принципе, почти без излома, чтобы, главное, уйти от вот этих всех опущенных вниз унылых черт. И получается, что когда такая бровь, у нас просто не получится сделать ее вот такой формы. Да, потому что очень часто вот здесь очень маленькое место между волосами, потому что лицо узкое, и просто некуда увести, чтобы сделать вот какие-то вот такие классические вещи. Поэтому бровь прямая получается. И тут еще очень полезно предлагать клиенту самому просто глаз изменить, форму, то есть нам приподнять. И как раз вот здесь это тенями надо делать, а не стрелками. Потому что вот это веко, оно всегда идет вниз, оно прям нависает.
Да, и ваша задача прям предложить, что давайте мы сделаем вам тенями, более миндалевидным, потому что во всех культурах, в принципе, глаза считаются красивыми, которые немножко приподняты, а не опущенные. Всегда от этого мы пытаемся уйти.